Давайте поговорим о том, как создать все-таки иную реальность и начать жить в ней. Я дам вам сегодня инструкцию. Это инструкция мага. И это самые настоящие пункты плана, которые необходимо знать и четко выполнять. Мы двигаемся с вами все глубже и дальше. И обещаю, вас скоро ждут эвритические осознания. Итак, принципы ментального моделирования. А теперь, после того, как вы немножечко поняли, что из себя представляет ментальное поле, давайте разберем, что нужно для того, чтобы иметь мощное ментальное поле. Итак, давайте поговорим о том, как стать свободным от социума и успешным в социуме. Каждый из вас хотел бы достичь успеха в социуме. И сегодня я вам расскажу то, о чем вы никогда не подозревали. Если вы позволяете кому-либо заботиться о вас, вы позволяете ему влиять на вас, распространять на вас свою власть. Помните об этом. Не пытайтесь встроиться в какую бы то ни было систему. Это принесет вам только разочарование. Не идите против системы. Лучше всего игнорируйте ее. Ваша задача оставаться невидимыми для нее. Места силы имеют совершенно разную полярность, и они, как эффект мертвой и живой воды, помогают нам осуществить все наши энергетические задачи. Места силы имеют разную стихийность, и они несут первичные коды, эталонные частоты. То есть мы можем настроиться на эталонные частоты. Исходя из того, что я вам сегодня рассказала, конечно, вы глубоко не знаете биографию Уолта Диснея, может быть, ничего почти не знаете об этом человеке, но попробуйте энергетически считать, интуитивно это понять. Ваша задача сейчас ощутить себя в вертикальном столбе. Кому-то, возможно, будет проще представить, что вы стоите в столбе света, который бьет снизу вверх, сверху вниз, через вас. Кто-то сразу почувствует, что этот столб света вы и есть. Это вы. Это ваша сила. Вы есть. Начнем мы с вами, мои дорогие, с такой темы, как в каком мире мы живем и в чем наши иллюзии. Для того, чтобы лучше понимать, кто мы и какое место под солнцем в этом мире для нас отведено. Весь вебинар будет посвящен тому, чтобы мы лучше осознали себя, свое место и уровень взаимодействия с этим миром. Как мы видим себя, как он воспринимает нас и в чем наши сильные стороны. Мы с вами выведем нашу личную формулу успеха. Нам необходимо осознать всю алхимию духа, входящего в плотные слои материи. Ведь денежная энергия есть не что иное, как поток жизненной силы Творца. Прохождение потока Творца через все наши полевые структуры с наименьшими искажениями – это наша задача. От этого зависит наше полноценное проживание в проявленном мире, наше счастье, здоровье и благополучие. Ну и, наверное, у вас уже возник вопрос, как определить собственную точку сознания. Качество серебряной нити отражается на нашем здоровье и финансовом благополучии. Чем больше мы развиваемся, тем более становимся осознанными, и тем толще, прочнее становится наша серебряная нить. Она растет и укрепляется.
и мы можем обладать и управлять большим объемом материальных благ. Ну, за исключением кармических случаев. Если вы хотите влиять на что-либо, вы должны осознавать, какое место в иерархии занимаете вы и система, на которую вы хотите распространить свое влияние. Не забывайте. Как вы думаете, можно ли перейти с потока знаний на поток любви? Можно ли сменить свою касту? Можно ли изменить точку сборки сознания? Эта ситуация продлится совсем недолго. Я вам хочу сказать, что я не могу вам сказать точно, но я так думаю, что год или полтора. То есть это ненадолго ситуация продлится. Идет переформатирование общества, причем стремительно. Вы скоро увидите, какие будут преобразования. Это значит, что появятся новые виды и способы управления людьми. И это, в свою очередь, приведет к еще большему ограничению свободы выбора. Поэтому Просто вспомните, не погружайтесь в эту эмоцию. Просто поймайте этот момент. Вот то состояние, вот то, что вы чувствовали вот тогда. Сделайте еще один глубокий вдох и на выдохе направьте энергию вниз. Пусть она пройдет через ваши ножки, через ваши ступни и идет в землю, глубоко, далеко, к центру. дорогие наши друзья, мы благодарим вас за внимание, за то, что все это время вы нас слушали, набрались терпения. Напишите, пожалуйста, в чате, была ли полезна вам и информация, и медитация. Мы старались, мы готовились, и, как я вам всегда говорю, делаем мы все для себя. И это для меня не слова, потому что я не отделяю себя от вас. Я знаю, что то, что мне интересно, интересно вам. То, что мне хочется, хотите и вы. Иначе бы мы никогда не встретились. Мы прощаемся и не прощаемся. Потому что новых встреч! До новых встреч на канале «Иная реальность». Потому что я иная. И мы всегда получаем то, о чем мечтаем. До скорых встреч! До скорых встреч! Пока-пока!